Всем привет! Это 7-й урок курса «Основы программирования на языке C# по платформе .NET. И на этом уроке мы с вами рассмотрим вот этот параметр args, а также отладчик, или как его еще называют дебаггер, потому что он нам будет очень полезен на следующих уроках. Итак, поехали! Я уже создал консольный проект под текущий урок, я создал его в старом стиле, то есть без top-level statements, просто потому что здесь этот параметр доступен явно. Но мы из прошлого урока должны помнить, что в данном файлике с top-level statements этот параметр тоже существует неявно под тем же именем. Итак, что же представляет из себя этот параметр и как мы его можем сюда передать? Ну, из определения параметра мы видим, что это просто массив строк. String – это строковый тип, а квадратные скобки означают массив. По типам данных, а также по массивам у нас будут отдельные уроки, но сейчас вы можете представлять себе массив как просто набор неких элементов, в данном случае набор строк. Как же мы можем этот параметр сюда передать? Из прошлого урока мы помним, что метод main – это точка входа в наше приложение, а значит она вызывается откуда-то извне нашей программы. И на самом деле она вызывается CLR – Common Language Runtime. Но значит этот параметр мы должны передавать откуда-то извне. Возможно, вы уже догадались, что делается это из командной строки. Сейчас мы на это посмотрим, но перед этим я хотел бы немного изменить код, чтобы видеть в будущем, что же мы сюда передаем. Давайте сначала я вам объясню, что же я хочу сделать. Во-первых, я хочу вывести количество элементов данного массива на консоль. Массив – это просто набор элементов, и он знает, какое их количество он содержит в себе. И мы сейчас посмотрим, где это достать. Второе, я хочу вывести каждый элемент этого массива на консоль. Итак, поехали. Стираем наш Hello World, он нам больше не нужен. А здесь мне понадобится $, для конкатенации строк. Не волнуйтесь, по строкам у нас будет еще отдельный урок, и мы все подробно разберем. Здесь я печатаю args length, двоеточие. Здесь мне понадобятся фигурные скобки опять для конкатенации строк. И внутри я уже печатаю название нашего параметра args, ставлю точку. И отрабатывает наш IntelliSense. И он сразу мне предлагает свойство length. Это как раз то, что нам нужно. Если вам он вдруг его не предлагает, просто начните печатать len, и он вам его найдет. И смотрим на документацию. Gets the total number of elements. То есть получить общее количество элементов. Это как раз то, что нам нужно. Я нажимаю Tab, и студия завершает инструкцию за нас. Встаем на следующую строку. И здесь я хочу вывести каждый элемент массива на консоль. Для этого мне понадобится цикл for each. По циклам у нас будет отдельный урок, но сейчас уже интуитивно должно быть понятно, что он просто проходится по каждому элементу массива. Итак, как же это можно сделать? Я просто начинаю печатать опять имя нашего параметра, ставлю точку и начинаю печатать for, и студия мне предлагает for each. Я нажимаю Tab, и она разворачивает для меня цикл for each по данному массиву. Я не собираюсь менять название переменной, оставлю ее item, нажимаю еще раз Tab, и студия ставит курсор внутрь цикла. И здесь я просто печатаю console write_line. Здесь мне студия предлагала подсказку. Я ее принял клавишей Tab. И еще раз она мне предлагает подсказку. И я опять принимаю ее клавишей Tab. И, в принципе, наш код готов. И смотрите, как Visual Studio помогает нам писать код. Я буквально напечатал руками по несколько символов из каждого слова, а Visual Studio предлагает мне подсказки, и если они мне подходят, то я их просто принимаю клавишей Tab. Вот так среда разработки упрощает нам написание кода. Давайте для начала запустим нашу программу из Visual Studio. Запускаю. И видим args length 0. Почему 0? На самом деле логично, никаких же параметров мы не передавали, то есть массив у нас пуст, и количество элементов в нем равно 0, поэтому здесь 0, и поэтому наш цикл ничего не вывел. Но теперь давайте попробуем из командной строки. Переходим в директорию нашего проекта. bin, debug, .NET 8, видим наш exe-файлик здесь, но чтобы передать параметры, мне нужно запустить его из командной строки. Поэтому я открою командную строку в данной директории. Я просто нажимаю правой кнопкой мыши. У меня здесь есть Open in Terminal. Если вы вдруг этого пункта меню не видите, зажмите клавишу Shift, также правой кнопкой мыши, и у вас должен появиться пункт меню «Открыть командную строку». Открываем. Я начинаю печатать имя нашего exe файла, нажимаю Tab, убедимся, что на конце у нас exe, и давайте просто нажмем пока Enter. Нажимаем, и опять видим args length 0. Опять потому, что мы ничего еще не передавали. Но теперь давайте изменим наш запуск. Чтобы повторить команду, вы просто можете нажать клавишу вверх, я нажимаю вверх, и через пробел я напишу test params. Нажимаем, и теперь мы видим args length 2. Вот они наш тест и params. Это как раз наши параметры, и мы можем сделать вывод из этого, что они просто передаются через пробел. Если же вам нужно передать параметр, то есть строку, которая уже содержит в себе пробел, то вам просто нужно заключить ее в двойные или одинарные кавычки. Давайте это проверим. Давайте сначала я сделаю вот так. Тест param1, как видим, у нас 3 параметра, тест param1. Но если вдруг я хочу передать param1 как единый параметр, я просто оборачиваю его в двойные кавычки. И теперь у нас всего 2 параметра, тест и param1.
Как видим, при каждом запуске мы можем передавать разные параметры, и их может быть сколько угодно. Но, конечно, имеет смысл передавать только те параметры, которые ваша программа умеет обрабатывать. Итак, а где же это используется? Ну, практически в каждой утилите командной строки. Помните, на втором уроке мы с вами использовали утилиту .NET. Это как раз и есть утилита командной строки, и с помощью нее мы создавали консольное приложение. Мы писали что-то типа .NET New Console. И вот эти слова new и console это как раз и есть наши параметры. И в зависимости от них программа внутри себя выбирает путь исполнения. Если это new console, то она создает нам консольное приложение, а если это, например, build, то билдит его. И мы можем даже посмотреть все параметры, которые поддерживает утилита .NET, введя сюда help. И вот они, наши поддерживаемые параметры с краткой документацией. И, кстати, help это не что иное, как тоже параметр. Ну и давайте я вам еще покажу, как можно передать эти параметры из Visual Studio. Идем в свойства нашего проекта, правой кнопкой мыши, Properties, Debug. Здесь Open Debug Launch Profiles UI. Открываем, и вот они наши Command Line Arguments. И точно так же пишем их через пробел. Например, Run App. Я пишу их просто из головы. Наше приложение все равно их обрабатывать не умеет, оно просто их выводит на консоль. Это мы можем закрыть. И давайте запустим. Запускаем. И вот они, наши параметры run и app. И студия будет передавать их при каждом запуске. Опять запускаем, опять run и app. Фактически она просто создала директорию properties. Ее раньше не было, как вы помните. Мы можем в нее зайти и видим здесь файлик launch settings.json. Это просто текстовый файлик. Открываем его и видим конфигурацию запуска нашего проекта. Command name project, то есть запустить нам наш проект. И command line args передать при запуске вот эти параметры run app. И, кстати, вы можете их здесь, в принципе, и менять. Если вы удалите сам файлик или папочку properties.json, то у вас опять все будет передаваться без параметров. Но мы этого сейчас делать не будем, потому что они нам еще пригодятся на этом уроке. Итак, с параметром args на этом все. Теперь давайте перейдем к дебаггеру, или как его еще называют, отладчик. Из названия уже должно быть понятно, что служит он для отладки программы. Что такое отладка? Отладка – это просто поиск ошибок или так называемых багов. Но отладчик также незаменим в учебных целях. Почему? Потому что он позволяет вам выполнять программу шаг за шагом, инструкцией за инструкцией, а также смотреть, что находится на данный момент в переменных. И при необходимости вы можете даже менять значение этих переменных на лету. Итак, давайте на это посмотрим. Иду обратно в наш файлик program.cs. И для начала стоит упомянуть, что есть два варианта запуска приложения. Вот этот, который мы использовали всегда раньше, и это как раз запуск в режиме отладки. Но здесь есть справа еще одна иконка. Если мы на нее наведем, мы увидим Start Without Debugging, то есть запустить без отладки. В принципе, когда мы не используем точки остановы, разницы между ними как таковой нет. Но если только вот это будет чуть быстрее. Если же мы точки остановы используем, то разница уже будет. И сейчас мы на нее посмотрим. Во-первых, что же такое точка останова? Или как ее еще называют, breakpoint? Это то место, где вы хотите, чтобы дебаггер приостановил программу, и с этого места вы можете начать выполнять ее по шагам, либо посмотреть, что находится в переменных. Как ее можно установить? Первый вариант – это просто мы идем вот на эту полоску, на нужную строку, и у нас загорается вот этот вот серенький кружок, мы на него просто кликаем левой кнопкой мыши, и вот видим, что наша инструкция подсветилась красным, то есть здесь у нас стоит точка остановы. Второй вариант – это просто вы ставите курсор на нужную вам строку и нажимаете F9. Для начала давайте выполним нашу программу без отладки. Нажимаем вот сюда. И, как и всегда, наша программа выполнилась до конца. И мы видим, вывелись наши параметры run и app. Теперь закрываем и запускаем ее в режиме отладки. Смотрите, что сейчас произойдет. Нажимаю. И наша программа остановилась вот на этой инструкции. Причем сама инструкция еще не выполнена. И что же мы можем тут сделать? Во-первых, мы можем посмотреть, что находится в переменных на данный момент времени. Вот у нас здесь есть параметр args. Наводим на него. И видим, что это массив, в котором сейчас содержится два элемента, массив строк. Раскрываем его и видим наши элементы. В нулевом элементе лежит наш run, а в первом app. То есть, помните, я вам на нулевом уроке говорил, что отчет программирования начинается с нуля. И вот мы сейчас это видим, и к этому надо постепенно привыкать. Далее, мы, например, можем также навести курсор на наше свойство len. Помним, что у нас в массиве два элемента, и вот она наша двоечка, сразу нам показывается. Давайте теперь пойдем дальше и выполним нашу программу по шагам. Для этого я нажимаю клавишу F10, и вот мы перешли на следующую инструкцию. И смотрите, как будет выполняться цикл. Я нажимаю еще раз F10, он берет первый элемент из массива args и помещает его в переменную item. Смотрите, item у нас равно теперь run. А вот эта инструкция, мы сейчас на ней стоим, она еще не выполнилась. Смотрите, если я открою консоль, мы видим, что вот эта инструкция args length уже выполнилась, да, вот тут. Но
А мы еще не вывели наш первый элемент на консоль. Я нажимаю F10, и теперь, если я открою консоль, вот он наш run. Но в нашем массиве два элемента, да, и сейчас мы вернемся в начало цикла. Смотрите, я возвращаюсь в начало цикла, и теперь в переменную item будет помещен второй элемент. Вот он наш app, и точно так же будет выведен. Смотрите, теперь у нас оба элемента на консоли. И элементы в массиве кончились, сейчас мы выйдем из цикла, и вот наша программа завершилась. Вот таким образом мы с вами выполнили программу по шагам. Далее, что еще можно упомянуть об отладчике? Ну, во-первых, точек остановок может быть сколько угодно. Смотрите, я могу поставить еще одну сюда. И для этого существует даже удобное окошко, где вы их можете все сразу видеть. Оно, кстати, у меня уже открыто, но у вас его, возможно, нет. Давайте я его закрою и покажу вам, где его найти. Идем в пункт меню Debug, Windows и вот Breakpoints. И вот мы видим наши две точки остановок. Здесь мы их можем, например, отключать. В данный момент эта точка остановок существует, но она не активна, то есть дебаггер на ней останавливаться не будет. Или вообще можем удалить. Ну, давайте я ее поставлю, она сейчас нам еще пригодится. Что дальше? Смотрите. Вот за отладку вообще отвечает вот этот пункт меню Debug. Мы его можем раскрыть. И вот здесь видим Start Debugging, то есть начать отладку можно с помощью вот этого пункта меню, или то же самое, что вот здесь, или нажатием клавиши F5. И давайте это сделаем, я нажимаю. И вот что происходит. Наша программа будет выполняться до первой точки остановок. Далее нам уже предлагается меню Continue, тоже F5. И тут сменилось на Continue, видите? То есть, если мы опять нажмем F5, то программа выполнится уже до следующей точки остановок или до конца, если точек остановок больше не встретится. Давайте попробуем. Смотрите, я нажимаю F5, и сейчас мы остановились вот здесь. Но мы помним, что у нас в цикле два элемента, да вот сейчас наш item содержит run. Если я нажму еще раз F5, то мы опять остановимся на этом же месте, но уже с другим элементом. Смотрите, я нажимаю F5, и теперь в айтеме app. И все, на этом у нас цикл наш закончится, потому что элементы кончились. И если я нажму еще раз F5, то наша программа уже завершится. Вот, нажимаю, и наша программа завершилась. Давайте я опять запущу отладку, нажал F5. И посмотрим, что еще есть в этом пункте меню. Как, кстати, оно отличается, да, до того, как вы нажали отладку и после этого. Вот смотрите, теперь у нас еще есть пункт меню Stop Debugging, Shift F5. Если мы его нажмем, то у нас программа просто прекратится, она не будет выполняться дальше. Я нажимаю, и все, мы моментально завершили ее. Давайте опять нажмем, что у нас здесь еще есть. У нас мы можем отлаживать программу по шагам, и для этого существуют вот эти пункты меню. F10 мы уже с вами видели, переход на следующую инструкцию, но существует еще две, F11 и Shift F11. И давайте я сейчас по ним вам подробно расскажу. Но для этого мне придется создать еще один метод. Давайте завершим нашу программу. И я напишу простейший метод, который складывает два числа. Static int add. Принимаем наши числа int x, int y. И здесь я просто напишу int result равно. И мне студия предлагает их сложить. И она мне предлагает сразу же вернуть результат. Наш метод готов. И давайте теперь вызовем этот метод здесь. Я пишу int sum, то есть наша сумма, add. И напишу, например, 5, 6. И выведу просто эту сумму на консоль. Console. И вот мне опять студия предлагает. И вот наш код готов. Давайте отключим эти точки остановок, они нам пока не нужны. Мы ставим точку остановок вот сюда и запускаем нашу программу клавишей F5. И вот у нас остановилась, да, программа, и помним, что инструкция еще не выполнена. Если мы наведем на sum, здесь пока 0. Но если я нажму F10, давайте пока нажмем F10, то мы перейдем на следующую инструкцию. В sum у нас лежит 11, и если я нажму F5, то есть завершу программу, мы увидим на консоли 11, как и ожидается. Но теперь давайте посмотрим, в чем же отличие F11. Смотрите, что если я хочу войти внутрь вот этого метода и там тоже отлаживать по шагам. Для этого как раз существует клавиша F11. Смотрите, я нажимаю F5, и теперь вместо F10 я нажимаю F11. И я вошел внутрь этого метода, и я могу уже в нем отлаживаться. Да, я нажимаю теперь F10, вот мы видим наши x5, y6, и мы сейчас нажмем F10, в result 11, и вот так это работает. Я нажму F5, чтобы программа завершилась. И также существует еще сочетание клавиш Shift F11. Зачем оно нужно? Смотрите, я нажимаю F5,
Нажимаю F11, зашел в этот метод, и предположим, что метод у нас какой-то длинный, и мы идем и понимаем в какой-то момент, что больше он нас не интересует. Я больше не хочу его отлаживать, да, до конца. Я хочу выйти на то место, где я в него вошел. И, собственно, для этого существует сочетание клавиш Shift F11. Я нажимаю Shift F11, и дебаггер меня выкидывает на то место, где, собственно, я и вошел в этот метод. Давайте еще рассмотрим некоторые функции дебаггера, которые могут быть полезны. Я поставлю точку остановки сейчас на нашей первой строке. Запускаю. И смотрите, у нас есть окошко Locals. Что это такое? Мы здесь видим все переменные, которые находятся в текущей области видимости. Про область видимости мы еще будем разговаривать на следующих уроках, но вкратце она обычно определяется вот этими фигурными скобками. И вот сейчас мы находимся в области видимости метода, да, и в методе у нас есть args, то есть параметры тоже входят в область видимости, и переменная сам. Переменная сам пока равна нулю, потому что мы еще не дошли до этой инструкции, а в args мы уже вот здесь видим, да, что это массив из двух элементов. И здесь мы тоже можем его раскрывать, мы можем это делать так, а можем делать и здесь, да, и видим то же самое. И вот смотрите, если мы будем выполняться дальше, вот item, у нас есть переменная item, но мы пока ее не видим. Вот если мы будем выполняться, сейчас мы вошли в scope цикла, то есть в область видимости цикла, и вот появилась наша переменная item, и мы видим прям в ней лежит run, да, сейчас мы выполняем цикл опять по шагам, смотрите, и сейчас в ней уже лежит app. И вот сейчас мы выйдем из цикла, и переменная item опять пропала, потому что мы вышли из области видимости цикла. Что есть еще? Давайте я опять запущу. Есть еще вот watch. Это тоже может быть полезное окошко. У меня даже в нем вот length оказался. Давайте я вам сейчас покажу, как это можно добавить. То есть мы можем сюда добавлять какие-то переменные, но чаще добавлять даже какие-то выражения, за которыми мы хотим следить. Да, вот у нас есть целое выражение args_length, и я могу его добавить в наш watch. Либо здесь я просто могу напечатать args.length. Вот добавил, и сразу мы видим 2. И также у нас просто длина, она не меняется, но если мы будем идти по программе по какой-то, у нас будет это меняться, у нас в реальном времени здесь будет отображаться. И второй вариант это сделать, если я удалю, можно просто выделить нужное вам выражение и нажать Add Watch, и будет то же самое. И давайте я еще покажу вам, где взять эти окошки, если вдруг у вас их нет, да, мы идем, да, для этого все-таки надо запустить. Вот, предположим, я сейчас закрою Locals, мы идем в наш дебаг, Windows, и вот здесь есть много окошек, мы все не будем рассматривать, но вот он наш Locals. Жмем, и вот он появился, и то же самое, там же лежит и Watch. Что есть еще? Есть еще Quick Watch, тоже может быть полезным иногда. Смотрите, я могу вот так вот выделить вот эту инструкцию, например, add 5.6, да, то есть вызов метода. Я нажимаю правой кнопкой мыши, мы даже еще не дошли до этой инструкции, и нажимаю Quick Watch. И то есть он сразу вам показывает, что выведет этот метод, да, что вам вернет вызов этого метода. Вот мы видим value 11. Тоже иногда может быть полезная функция. Какие есть еще функции? Например, run to cursor. Смотрите, даже эта функция даже вот здесь. Вот видите, вот такой зеленый треугольничек. Если я нажму на него, да, мы сейчас уберем точку останова. Если я нажму на него, то моя программа будет выполняться вот до этого места. Я нажимаю, и вот она здесь остановилась. Хотя точки остановы здесь и нет, да? Это называется run to cursor, то есть где у вас курсор, это вот то же самое, если я правой кнопкой мыши нажму, вот run to cursor, а ваша программа выполнится до курсора. Единственное, если ей на пути встретятся точки останова, то она на них будет останавливаться. И для этого есть еще одна функция, она называется force run to cursor. То есть в этом случае она уже не будет останавливаться на каких-то точках останова. Давайте это проверим. Я сейчас по новой запущу. И вот здесь, если я нажму Run to Cursor, то, видимо, она остановилась, да? Давайте я еще раз запущу. А вот теперь я нажму правой кнопкой мыши и сделаю Force Run to Cursor. И теперь эта точка остановки была пропущена. Ну и в принципе, я думаю, что этих функций дебаггера нам хватит на первое время точно. Если что-то будет еще возникать по ходу, я буду упоминать об этом дополнительно. Ну и это все, что я хотел рассказать на этом уроке. Конкретного домашнего задания здесь не будет. Я просто вам советую повторить все, что делал я, поэкспериментировать с параметром args, попередавать его из командной строки, из Visual Studio, также поэкспериментировать с дебаггером. На следующем уроке мы уже коснемся типов данных и переменных. Ну и если вам понравился урок, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также хочу напомнить, что вы можете получить доступ к коду уроков, а также к телеграм-каналу, где вы можете задавать вопросы по подписке на Boosty. Ссылка будет в описании. А у меня на этом все. Всем пока и жду вас на следующем уроке.